На сегодняшний день музей перестал быть храмом, он стал форумом, то есть он стал площадкой коммуникации. А раз так, то, соответственно, информационные технологии, они являются очень мощным средством поддержки и развития коммуникации. И музейная экспозиция, она в сущности говоря, прошла тот же путь в своем развитии в связи с информационными технологиями, я уже говорю, что и сами информационные технологии в некотором смысле. Потому что вот там тоже в музейной экспозиции было поначалу очень большое увлечение приемом, средством. И, например, все как сумасшедшие ставили, скажем, информационные киоски. Почему? Потому что публику от них невозможно было оторвать. Если вы сейчас увидите, как выглядит информационный киоск в экспозиции, то убедитесь без труда, что к нему никто не подходит. Что сделали, к чему привело применение информационных технологий? Они помогли решить эффективно, продуктивно традиционные музейные задачи. Единственная серьезная инновация – это выход в интернет, открытый доступ. Но это, на мой взгляд, лишь такой начальный этап использования вычислительной техники, поскольку в ней содержится, как мне кажется, огромный потенциал, а вот потенциал этот на самом деле абсолютно не использован. Какие-нибудь принципиально новые идеи, я таких примеров не знаю фактически ни в России, ни за рубежом. Меня удручает, конечно, то, что в нашей стране нет единой стратегии информатизации музеев, что до сих пор министерство внятно ничего не сформулировало. И если бы это случилось, то, конечно, информатизация музеев пошла бы более бурными темпами. Мне кажется, что дальнейшее развитие информационных технологий в музейной деятельности должно идти по двум направлениям. Во-первых, это как в хорошем смысле вспомогательная некая технология, и с другой стороны, это создание некой специальной сферы искусства, которая строится на компьютерных технологиях. Всевозможные инсталляции, понятно, о чем идет речь. Что касается музея, то мне кажется, что наша задача, вот сейчас, как мне уже это кажется, это не уходить, не трансформироваться исключительно в такую вот визуально-графическую среду, приспособленную исключительно для целей неизыскательного пользователя, который просто придет и вот что-то такое увидит и унесет на каком-то таком самом примитивном уровне. Я бы все-таки хотела, чтобы наши информационные музейные системы попытались выполнить свою главную задачу. Вот я ее вижу такой. Попытаться максимально инкорпорировать, максимально в себя вместить ту огромную массу знаний, которая накоплена музейными институциями за, в общем, столетия их существования. Ни для кого не секрет, что основное музейное знание находится в голове музейного работника. И вот наша задача сделать так, чтобы это знание каким-то образом передалось, транслировалось, трансформировалось в некую систему информационных блоков, которые будут сохранены и будут передаваться далее. Что должна давать система информатизации художественного музея? Что в идеале нужно получить? Вот я вам могу сказать, что, на мой взгляд,
нормальная система только тогда оправдает те гигантские затраты, если работа, содержательная работа в музее будет завязана на систему, без которой специалист не сможет работать просто. Ну а мечтаю еще, конечно, 3D-технологии, чтобы у нас были не только плоскостные изображения, но мы могли бы их и повертеть, эту картинку, и скульптуру рассмотреть со всех сторон, и декоративно-прикладное искусство, чашечку и повертеть, и посмотреть, и клеймо посмотреть, и чтобы это было выставлено в интернете. Ну, вот, наверное, как-то, я думаю, что все-таки музей будет идти в ногу с новыми технологиями. Я думаю, это неизбежно. Мне кажется, совершенно очевидная идея, что, например, сегодня, когда такая проекционная техника развивается, что сегодня, например, можно сделать непосредственно, если говорить о музее изобразительном, музей мирового изобразительного искусства, в котором можно собрать, положим, например, крайне эффектно, например, крупноформатные работы, я не знаю, Веласкеса, Веронеза, Тициана, которые никогда невозможно в реальности собрать вместе. И это сделать достаточно легко. Для этого нужно, например, большое помещение и некие деньги на экранно-проекционную технику. Ну, а, конечно, если представлять себе что-то дальше, то, конечно, можно помечтать о том, что с помощью небольшой приставочки, не знаю, оптической линзы, проектировать изображение на сетчатку, улегшись в кресло и погасив свет, он может получить любое изображение, которое ему только захочется. И пообщаться с ним уже, ну, это почти то же самое, я не знаю, что пообщаться с Микеланджело или с Тицианом. Вот если, например, вы спросите меня сейчас, а нужны ли, вообще говоря, эти информационные технологии в музее? В частности, нужны ли они в экспозиционной и выставочной деятельности? Я бы ответил так: нужны, но далеко не всегда. Иногда они мешают, иногда они необходимы. Когда, что и как следует использовать, это специальная творческая работа, очень тонкая, и нужно обладать и большим опытом, и высокой интуицией для того, чтобы найти правильное решение. Особенно, я подчеркиваю, в экспозиционной и выставочной деятельности. Потому что такие вещи, как учет музейных предметов, ну тут вопросов нет, конечно, должна быть система. Информационные технологии пронизывают фактически все музейное пространство, но смысловой акцент с них переносится, уходит, по той простой причине, что они утратили свою аттрактивность вот с точки зрения самой природы явления. Сами средства, в общем, неинтересны. Средства нужны для воплощения некоторых идей. Поэтому мое пожелание такое: пусть ваша инновационность и современность будет в области идей, в области содержания, в области контента, в области структур, а не в области железок. Железки умрут через полгода, а идеи могут жить долго.